Всем привет! Сегодня сделаем вот такой стилизованный цветок и кашпо с деревянными рейками. Давайте начнем и добавим референс. Импортируем изображение, уменьшим наложение и непрозрачность. Нажмем трансформацию, сделаем кашпо покрупнее и добавим цилиндр. Увеличим радиус. В топологии разрешения по Y и Z сделаем единицы. Копируем. Придвинем вверх и добавим отверстие. Немного уменьшим толщину стенок. Утвердим. Теперь выберем нижний цилиндр, копируем его, поднимем и уменьшим радиус. Сделаем цветочный горшок. Поднимем, увеличим высоту и сделаем отверстие. Перейдем на вкладку объектов, копируем эту деталь и для копии уберем отверстие. Сделаем пониже и немного уменьшим радиус. Это будет имитация грунта. Утвердим. Возьмем инструмент трубка, путь и проведем линию. Нажмем на зеленую точку. Давайте выключим референс. Передвинем трубку сюда. И нажмем профиль. Изменим толщину. Поставим здесь вот точку и согнем. Отредактируем точку, чтобы она была по центру цилиндра. И в топологии уменьшим значения по X и по Y до минимальных. Утвердим. Перейдем вид сверху. Передвинем ось в центр цилиндра. Копируем и повернем по оси Y на 120 градусов. Еще раз скопируем и повернем. Сделаем рейки. Нажмем «Добавить», поставим здесь вот галочку и добавим поп. Подвинем сюда, повернем по оси Y. Уменьшим. И увеличим длину. Перейдем в режим соло. В топологии разрешения уменьшим до 0 и утвердим. Поменяем откап на PBR и добавим текстуру. Нажимаем сюда, загружаем фото с текстурой. Получилась вот такая вот деревянная рейка. Выйдем из режима соло и добавим радиально. Увеличим количество деталей, сделаем 18 и утвердим.
Далее выберем цилиндр, который у нас грунт, и закрасим его в темно-коричневый цвет. Цветочный горшок оставим белым. Все остальные детали выберем и совместим. И закрасим в темно-серый цвет. Скроем пока кашпо и сделаем листья. Откроем референс. Увеличим вот этот вот лист. Возьмем инструмент трубка, путь и обведем его по контуру. Нажмем на зеленую точку. Уменьшим радиус. Вот здесь вот нажмем закрыть. Скопируем. Копию пока скроем. Выключим референс. Нажмем профиль. Откроем его. И сделаем плоскую ленту. Зайдем на эту вкладку. И нажмем галочку «Игнорирование инверсии». В топологии уменьшим разрешение по Y, сделаем примерно 800, а разрешение по X единица. Утвердим и закроем отверстие. Получился вот такой лист. И давайте выберем любой цвет пока и раскрасим. Откроем трубку, которая у нас была скрыта. Это будет окантовка. Выберем ее. Нажмем профиль. Изменим. Немного увеличим радиус. И скруглим ребра. В топологии разрешение по Y сделаем примерно 800. И утвердим. Откроем референс. Возьмем темный цвет и нарисуем прожилки. Возьмем инструмент трубка, кривые, проведем линию, уменьшим радиус. Выключим привязку, передвинем сюда. Давайте еще потоньше сделаем. В топологии уменьшим разрешение по Y. Снова нажмем кривые и проведем здесь вот линию. Поправим по форме. Выключим привязку и переместим вот сюда.
И таким же образом сделаем остальные прожилки. Прожилки готовы. Давайте их все выберем и совместим. Копируем и копию передвинем на обратную сторону. Далее выберем все прожилки и окантовку. И совместим. Выберем весь лист. Скопируем. И сделаем 7 таких листьев. Откроем референс. Увеличим непрозрачность. И уменьшим. Выберем основу первого листа. И скопируем для него вот такой вот цвет. Раскрасим. И с этого же листа скопируем прожилки, цвет. Выберем их и раскрасим. И так поступим со всеми листьями. А теперь давайте выберем первый лист и нажмем бурян. И то же самое сделаем всеми остальными листьями. Шесть листьев пока скроем и откроем кашпо. Первый лист уменьшим. Так, немножко повернем. И придадим ему форму. Добавим такой изгиб. Возьмем инструмент трубка, кривые, проведем линию, уменьшим радиус. И сделаем стебель. Продлим сюда. Сделаем тройной радиус и уменьшим сверху. И в нижней части расширим. Давайте утвердим. Так, вернемся назад. Здесь вот спрячем. Теперь утвердим. Возьмем цвет с ободка и раскрасим. Теперь возьмем цвет листа и раскрасим с уменьшенной интенсивностью. Скрасим вверху немножко и снизу. Откроем следующий лист. И то же самое. Значит, поднимем его, уменьшим, расположим
примерно здесь, повернем. Придадим форму. Возьмем инструмент трубка и нарисуем стебель. Сделаем тройной радиус и подкорректируем его толщину. Утвердим и раскрасим. Можно взять цвет еще вот с этого стебля и добавить сюда. И таким образом сделаем еще 5 листьев. Цветок готов. Давайте добавим источник освещения. И в постобработке нажмем Ambient Occlusion.